Дел стало больше, чем сколько мы можем осилить. Это означает, что нужно приоритизировать правильно, да? И вот как ты это делаешь, как в твоей собственной голове работает приоритизация, на что ты тратишь время, на что ты не тратишь время, это, по сути, одно из ключевых решений, которые ты в жизни принимаешь. Ну да, так же и работает, что там сколько там 20% твоих вот решений, действий, оно определяет там 80% результата. Точно. Правило Парето никто не отменял. Не, оно работает. Оно, кстати, может быть, уже даже работает не там условно не 20-80, а 90 на 10, да, или 5 на 95, вот что-то вот такое. Я согласен. Популярность венчурных инвестиций продолжает набирать оборот, и там действительно многие инвесторы зарабатывают иксы, но наш опыт показывает, что повышенная доходность, она зачастую сопряжена и с повышенными рисками. И многие инвесторы, которые не обладают вот необходимым набором компетенций, они зачастую деньги теряют. И в сегодняшнем видео мы постараемся разобраться в том, какие основные тренды наблюдаются в текущем году, 2025, на венчурном рынке. А также разберем основные механики, как вообще подступиться к процессу формирования венчурного портфеля, чтобы он был устойчивым и генерировал доходность на годы вперед. И в этом во всем нам поможет разобраться наш друг и коллега, управляющий партнер венчурного фонда Flashpoint VC. У них под управлением там более 500 миллионов долларов и годы опыта. Михаил Салантай, тебе слово. Ты как человек опытный, повидавший и взлеты, и падения венчурного рынка, очень интересно услышать какие-то первые такие ощущения, да, от текущего года, куда мы вообще идем, движемся, и сейчас это какой-то момент больше возможностей, или, может быть, наоборот, имеет смысл как-то более консервативно подходить к процессу формирования портфеля на венчурном рынке. Василий, спасибо. Во-первых, спасибо за предложение. Во-вторых, спасибо за добрые слова. Да, с удовольствием поделюсь своим мнением и, может быть, опытом, насколько это получится. Я считаю, что на периоде моей карьеры, а я занимаюсь технологическим рынком 20 лет, я, наверное, где-то лет 5-6 занимался этим рынком, работая в свое время инвестиционным банкиром в Ренессанс Капитале. И уже 15 лет я им занимаюсь в собственном бизнесе под названием Flashpoint. За этот период, в 20 с небольшим лет, мы находимся в самой интересной точке. Почему? Потому что, и это описано в литературе про технологии, и в том числе про венчурный бизнес, технологии развиваются волнами. Происходит какая-то революция, происходит слом парадигмы, который приводит к полному изменению того, как работает рынок. Предыдущая волна называлась Cloud Computing, и предыдущая волна, по сути, привела к нам понятие Software as a Service, когда программное обеспечение стало услугой, переводя это на русский язык, да, когда программное обеспечение стало общедоступно и распространилась в нашей жизни и стала полностью частью интегрирована нашей жизни. С утра до вечера, да, мы находимся, мы окружены программным обеспечением. Так не было в нашем детстве. Я думаю, что ты это еще помнишь, да, и а сейчас это стало так. То есть каждый ходит с гаджетом, и он, по сути, напичкан всяким софтом. Совершенно абсолютно верно. Разной направленности. И этот софт все время с нами пытается взаимодействовать, нравится нам это или не нравится. Да, я еще помню, когда я учился в институте, и не то, что мобильных телефонов не было, нужно было договариваться о встречах с друзьями, да, где-нибудь в какой-то точке города в определенный час, и если ты не появился, значит, ты встречу свою пропустил. Сложно сейчас это представить. А еще я помню, как первое средство связи, которое у меня появилось, это был пейджер, куда люди могли присылать сообщения. Да? Сейчас это кажется смешным, хотя это тоже требовало, безусловно, программного обеспечения. Но безусловно, революция клауд-компьютинга сделала так, что программное обеспечение пронизало, по сути, все сферы жизни. И несколько лет назад началась новая волна. Она началась медленно. Эта волна называется AI, искусственный интеллект.
что такое новая волна? Да? Почему вообще можно говорить про понятие «новая волна»? Новая волна – это когда вот эта технология, она пронизывает все. То есть сегодня ни один бизнес по программному обеспечению не может обойти вот этот феномен AI стороной. Да, бизнесы, которые скажут, что мы не хотим этим заниматься или нас это не интересует, они очень быстро окажутся на обочине. Вторая важная отличительная черта волны заключается в том, что это вопрос фундамента. То есть меняется сам фундамент. Это вопрос и технологический. То есть, условно, любые технологии, на которых построен бизнес, должны будут в своем фундаменте иметь в себе вот этот элемент AI. То есть, в принципе, вообще меняется то, как люди между собой взаимодействуют, как они взаимодействуют с сервисами, как сервисы между собой Совершенно взаимодействуют. верно. И в том числе это приведет, и так было в момент предыдущей волны, которую вот я условно назвал Cloud Computing и Software as a Service, будут появляться новые бизнес-модели. Они уже появились. То есть вот это полный слом предыдущей технологической парадигмы, и вот эта новая парадигма, она только формируется. Поэтому условно, если посмотреть на мой бизнес, не знаю, с 2012 года, когда мы запустили Flashpoint, 11-12 до 2023, то, в принципе, мы работали по накатанной. Мы искали какие-то софтверные бизнесы, которые, по сути, занимаются цифровизацией какой-нибудь сферы человеческой деятельности, где цифровизация еще не произошла. Мы пытались понять, насколько эффективно они это цифровизируют, да, и мы инвестировали, по сути, в масштабирование их усилий по повышению эффективности путем переноса старого офлайнового метода производства продукта, стоимости, неважно, чем они занимаются. Это может быть обучение, это может быть медицина, это может быть маркетинг, это может быть, не знаю, бизнес по недвижимости, любой бизнес, да, по найму персонала. И вот они его цифровизируют, да, применяя программное обеспечение, повышая эффективность и меняя то, как этот бизнес устроен. Вот сегодня, по сути, модель поменялась, потому что AI, он применим к отраслям, которые уже прошли цифровизацию. То есть это некая производная. Он приводит к большому увеличению эффективности труда, да? Но ты приходишь в отрасли, где уже есть эффективность труда, созданная программным обеспечением, и внедряя внутри AI, ты эту эффективность труда еще раз кратно увеличиваешь. Я не знаю, может быть в 10 раз, может быть и в 100 раз. То есть, по сути, вот этот уже один скачок он прошел, а сейчас какой-то новый взлет и прыжок идет, да? Вот. Совершенно верно. И это создает, с одной стороны, невероятные возможности, да, возможности, которые, на мой взгляд, 10 лет назад отсутствовали. Что 10 лет назад, ты смотрел на все отрасли, копался в том, чем мы занимаемся. Мы как люди, да, биологический вид, и смотрел, окей, вот это еще мы не цифровизировали или не научились правильно цифровизировать. Давайте попробуем сделать это более эффективным. Я сейчас говорю про предпринимателей, да, а мы как инвесторы, соответственно, должны были найти предпринимателей, у которых получается делать то, что они делают, их поддержать и проинвестировать в масштабирование, по сути, их бизнеса. А сегодня требования к предпринимателям изменились. Сегодня ты должен быть более инновационным. Ты, по сути, должен некую не сформировавшуюся еще концепцию, где бизнес-модели, может быть, даже работа и механизмы работы не совсем до конца понятны этой новой технологии. Тем не менее, каким-то образом приземлить ее на нашу сегодняшнюю жизнь и из этого что-то создать. То есть для меня революцию, которую мы видим сейчас, она более сродни революцию, которую осуществил Стив Джобс, когда он придумал iPhone. Вот у меня тоже, кстати, сразу же эта четкая ассоциация появилась, что сейчас, видимо, такой момент, когда есть условно какие-то возможности, появятся какие-то новые айфоны, и это в том числе какие-то дополнительные риски для компаний, которые не смогут адаптироваться, и появится целая такая очередь из Nokia. 100% будет долина смерти, я с тобой согласен, и
И как любая монета, она имеет две стороны. Да? То есть, с одной стороны, вот это безумная возможность для визионеров, для людей, которые видят, как это должно работать. В чем был гений Стива Джобса? Он понял, что вот мы захотим трогать экран телефона, и там все должно быть внутри интуитивно, и что это нам будет удобнее в 1000 раз, чем нажимать на кнопки. Да? Вот в этом был его гений. Люди не знали, что они так хотят. А он понял, что люди так захотят. Вот сейчас настала эпоха и время предпринимателей, которые точно так же должны быть гениями, они должны понять, как эту новую технологию можно запаковать в такую обертку, чтобы людям было удобно этим пользоваться, они захотели этим пользоваться. Да? Но с другой стороны, это и гигантский риск, это гигантский риск существующим бизнесом по программному обеспечению, потому что если ты не сможешь адаптироваться к новым реалиям в течение следующих нескольких лет, ты как Nokia или там BlackBerry, да, вот я помню, как я, будучи инвестбанкиром, впервые получил BlackBerry и думал, что ну вообще моя жизнь поменялась, да, вот, а сегодня, ну, мы смеемся, это оказался не очень успешным продуктом, как бы, ну, там вот уже с 20-летней перспективы. Вот также я думаю, что мы увидим многие бизнесы по программному обеспечению, которые в моменте казались очень успешными, а там тест в 20 лет просто не выдержит. И поэтому на венчурном рынке намного больше рисков, чем было до этого. То есть мы же с тобой понимаем, что математически риск описывается дисперсией, да? Дисперсией исходов. То есть вот раньше понятно было, что надо делать, и исходя из этого дисперсия была, ну, как бы меньше, то есть риска было меньше, да, окей, ты мог не заработать, там, может быть, даже ты мог потерять, но, в принципе, это было сложнее. А сейчас из-за того, что вообще вся модель меняется, вероятность потерять деньги на этом рынке существенно выросла. И этот рынок пройдет через или проходит через некую революцию, полное обновление и как бы полную смену парадигмы. Ну, это вот как раз я в начале ролика говорил про риски. И я потому что знаю массу примеров очень состоятельных людей, которые сами выходили из бизнеса, продавали свои стартапы и потом теряли вот колоссальные деньги на венчурных компаниях, потому что у них было вот понимание, я же создал бизнес, я его довел, я его продал, у меня есть вроде бы компетенции, я теперь просто отсматриваю компании, покупаю их и делаю то же самое. Вот. По факту это так не работает, и вот мне очень понравился тезис, что как бы рисков-то в текущих ситуациях становится еще больше, и, соответственно, вот эта роль вот этих компетенций, вот этого опыта вот работы на венчурном рынке, оно вот возрастает в геометрической прогрессии. Вот скажи, пожалуйста, вот у тебя, ну, по сути, 20-летний опыт в этой индустрии, вот с учетом всех вот этих прошедших лет, какие вот, может быть, такие самые важные уроки ты вот для себя вот выявил и вот на текущий момент о них вот думаешь, подсвечиваешь, да, их у себя в голове, вот смотря на все происходящее. Вот что самое важное ты вынес, что можно применить сейчас, чтобы вот в этой сложной ситуации все-таки вот выйти победителем, а не проигравшим, вот как это сделала Nokia? Ты знаешь, я, наверное, для себя вывел два главных урока. Значит, первый урок, он такой необычный и заключается в том, что самое сложное в нашем бизнесе, и вот я это как-то познал на собственном опыте, понять, когда нужно продавать успешный бизнес. Потому что если ты инвестируешь в венчурный рынок, ты точно будешь совершать ошибки. То есть история про то, что у тебя не будет неудачных инвестиций, ну, то есть они будут, причем их будет много. И на самом деле это нормально. Понятно, что нужно работать над тем, чтобы коэффициент попаданий, хит-рейт, как я это называю, он был большой, и он увеличивался с течением времени, да, и над этим можно работать, можно узнавать какие-то паттерны, там, я не знаю, мы, например, во Flashpoint используем скоринговую модель и все время ее подкручиваем, да, то есть мы пытаемся делать инвестиции на базе данных, а не на базе нашего субъективного ощущения, что вот там нам эти люди нравятся, их идея нравится. Неважно, нравятся они нам или нет, важно, что говорят как бы цифры. Но субъективное ощущение тоже бывает, работает в какой-то степени. Ты знаешь, наверное, но так как мой бизнес заключается в том, что я управляющий, моя задача все-таки свести субъективизм к минимуму, да, потому что моя задача создать
инвестиционный процесс и продукт, который самовоспроизводится. То есть моя задача сделать так, чтобы, не знаю, в нашу воронку залетало там несколько тысяч бизнесов в год, мы из нее отсеивали, делали там какое-то количество инвестиций в год, мы сегодня инвестируем в одну из, 250 компаний, которые попадают нам в воронку. Да, и это, конкретный процесс, алгоритм того, как вот это просеивание происходит. И дальше мы работаем с этим риском. То есть какие-то компании из них становятся успешные, и мы туда должны докладывать деньги. Да, а какие-то компании становятся неуспешные, мы сделали первую инвестицию, и дальше наша задача строго не доложить деньги в то, что не работает. Это тоже очень важно. Вот подход, например, ритейл инвесторов. Я при том, в данном случае ритейл, имею в виду не обязательно, что у них там мало денег. У меня есть клиенты, у которых активы и 500 миллионов долларов, я имею в виду общий wealth, и я и то их отношу к ритейлу именно с точки зрения механики принятия решений. То есть ты говоришь, у тебя за 20 лет сформировался определенный опыт, и по сути все те алгоритмы, которые были наработаны условно мозгом, ты их пытаешься переложить на бумагу, чтобы это был понятный, как ты говоришь, воспроизводимый процесс с минимальным количеством ошибок. При этом, если мы посмотрим на типичного клиента, независимо от того, сколько у него денег, они зачастую все решения, особенно на венчурном рынке, они принимают интуитивно и эмоционально. Мне нравится, я покупаю. Мне не нравится, я не покупаю. Видишь, мы как профессиональные финансисты с самого первого дня подошли к этому бизнесу как к финансовой задачке. Да? То есть наша задача создать предсказуемую доходность с контролируемым риском. Да, это же задача финансиста – заработать доходность на единицу риска. Чтобы это сделать, ты должен понимать, какой ты риск на себя взял, что такое вообще единица риска и какую доходность ты пытаешься заработать. Возвращаясь к урокам, чуть-чуть вернувшись к вопросу, который ты задал, то, что выяснилось, что наиболее сложное в нашем бизнесе – это уловить момент, когда нужно выходить из того, что успешное. То есть как работать над процессами, как сделать то, чтобы меньше раз мазать. Это понятно, да, мы не доглядели, мы поняли, что нужно задавать еще какие-то вопросы, мы теперь их всем задаем. То есть, условно, на каждой ошибке, когда ты проинвестировал куда-то не туда, ты можешь научиться улучшить свой инвестиционный процесс и сделать так, чтобы ты эту ошибку не повторял. Да? А с выходами сложнее. Почему сложнее? Во-первых, требуется намного больше времени. То есть, если все-таки инвестиций ты делаешь много, мы за 15 лет проинвестировали в 75 компаний. То есть мы в первый раз. А дополнительных инвестиций в компании, с 75, допустим, половина успешная, и в половину мы положили деньги часто 5 раз, 7 раз доложили. То есть, это, представляешь, это сотни инвестиций за 15 лет. А вы которые мы сделали. обычно докладываете это primary раунд или secondary? По-разному. И primary, и secondary докладываем. То есть, если бизнес успешный, наша задача нарастить долю. Желательно нарастить долю, пока мы единственный большой кошелек у стола. Или, как минимум, единственные люди, которые поняли, что это настолько успешно, что лучше поняли, чем точно внешний мир, и зачастую лучше поняли, чем некоторые другие люди, которые уже находятся в этом бизнесе. Кстати, к вопросу выхода, я тоже общаюсь много, как я говорю, такими непрофессиональными инвесторами в венчуре. У них обычно история с выходом, они ее привязывают, я буду ждать, когда компания выйдет на IPO, потом она разместит свои акции, я подожду 6 месяцев какого-нибудь локапа, а потом их продам. И у них стратегия выхода, она выглядит таким образом. И я так понимаю, у вас это по-другому все выстроено. Да, у нас это по-другому выстроено. Во-первых, рынок IPO, в принципе, последние 5 лет, можно сказать, что плохо себя чувствует. Компании намного дольше частные. Даже если ты посмотришь в Америке на большое количество успешных стартапов, которые, очевидно, достигли оценки единорогов, даже стоит, может быть, 10 миллиардов долларов, они не делают IPO. Хороший пример Canva, да, почему они не делают IPO. У них последняя оценка, по-моему, 60 миллиардов долларов. И тем не менее, то есть многие основатели, предприниматели не чувствуют, что им вообще нужно это делать.
И на самом деле, если посмотреть на венчурный рынок, большинство-то выходов происходит через M&A, то есть продажу как бы бизнесов, да, 90% выходов происходит через M&A. Но тем не менее, это очень длинный процесс. Вот мы за 15 лет, у нас было 23 выхода, мне кажется. И вот самое сложное – это поймать тайминг. Во-первых, потому что тебе сложнее учиться на ошибках. Просто нужно существенно больше времени, чтобы эти ошибки совершить, дожить, пока компания стала успешной, да, у тебя меньше этих сделок. То есть сам процесс обучения на ошибках очень сложный. И по-хорошему желательно эти ошибки не совершать, потому что это то, где заложена твоя доходность. И у нас были разные истории. Были истории, где мы рано вышли. То есть мы продали, а на самом деле компания еще увеличилась в стоимости в 2 раза там, за следующие, там, я не знаю, 12, 18, 24 месяца. И ты думаешь, а зачем же я вышел, как бы можно было заработать много денег. То есть, каким-то образом мой анализ, что пора выходить, был неправильный. Да? А были, наоборот, ситуации, где можно было выйти там, задорого, но казалось, компания растет, все хорошо, там, она растет там, много лет подряд, чувствует себя прекрасно, ты не выходишь, а дальше компания перестает расти. И, по сути, в отсутствии роста стоимость начинает падать, рынок меняется, и ты думаешь, черт подери, только что я мог продать, заработать там 10x, сегодня это уже 5x и продать сложно, а завтра, может быть, это будет 3x и продать будет вообще невозможно. Да? И вот у меня 2 вывода из этого. То есть первое, что это самая сложная часть нашего бизнеса, и любое предложение о выходе нужно очень уважать. Нужно быть очень скромным. Если тебе кто-то предлагает купить твою успешную инвестицию, ты должен очень серьезно про это подумать. То есть ни в коем случае нельзя к этому относиться легковесно, да, потому что такие возможности приходят редко, и нужно пользоваться этими возможностями по максимуму. Я, кстати, из моего такого личного, субъективного опыта, не всегда с венчуром связано, я много раз наблюдал, что когда кто-то к тебе приходит и что-то предлагает у тебя купить, это зачастую бывает хороший момент для продажи. Совершенно верно. И мы внутри себя вообще построили процесс. Мы раз в квартал проводим оценку всех наших инвестиций, и мы раз в квартал принимаем инвестиционное решение. По сути, buy, hold или sell. Да, если buy, это значит, что нам этот бизнес нравится, мы считаем, что он оправдал наши надежды с тех пор, как мы сделали предыдущие инвестиции, это означает, что мы хотим еще докупить. Любыми правдами и неправдами. Primary, secondary, как получится. Да? Hold, понятно, ничего не делаем. Если решение sell, это означает, что мы должны начать предпринимать какие-то усилия по тому, чтобы выйти из этого бизнеса. И у нас есть прям плейбук, что мы должны делать. Да, желательно, в идеальном случае, ты должен построить консенсус с другими акционерами и договориться, что мы этот бизнес продаем. Потому что это наиболее вероятно приведет к успеху. Поэтому ты сначала предпринимаешь действия, чтобы этот консенсус построить и всех убедить продать. Если получилось, прекрасно, тогда, понятно, ты нанимаешь адвайзера и начинаешь этот бизнес маркетировать и пытаться из него выйти. Если не получилось, у тебя все равно есть доля, у тебя все равно есть право продать свою собственную долю без других участников. И тогда ты начинаешь другой процесс, пытаясь продать свою долю, по сути, без процесса вокруг компании. И у нас есть опыт, и были успешные опыты продажи и компании целиком, и более редко, но тем не менее, есть успешный опыт продажи только в своей доле, да, и мы активисты, мы точно не сидим на своих руках и не ждем, пока море к нам придет, море редко приходит, но наверное, самый большой урок, что это самая сложная часть нашего бизнеса, нужно очень смотреть внимательно на каждое предложение, которое ты получаешь о продаже какой-то инвестиции, и самое тяжелое – это тайминг на выходе. И честно, я, наверное, могу признаться, это там большая и важная часть нашего бизнеса, где я считаю, что нам самим еще нужно накапливать мудрость жизненную, человеческую, как научиться лучше таймить рынок. И я знаю, что на публичных рынках, это тоже так, да, там условно люди, которые в правильный момент выходят в кэш, до того, как рынок начинает
падать, и они как бы всегда оказываются, ну, как бы победителями. Ну да, но здесь единственное, что, ну, это опять же мое субъективное мнение, что как бы в венчуре там все процессы, они более растянуты, есть больше времени всегда подумать, а на публичном рынке, то есть за счет того, что все эти акции, они всегда имеют в моменте как бы котировку, многие события влияют сразу же в моменте на там, стоимость компании. Здесь, конечно, наверное, даже вот меньше у тебя времени подумать и больше какой-то вот эмоциональной еще вовлеченности в этот процесс, потому что это вот очень активно все происходит. Ну, ты знаешь, это, как сказать, это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, да, может быть, у нас больше времени подумать, но с другой стороны, легче опоздать. Я пример приведу. Вот в 2021 году мы там продали несколько бизнесов своих очень успешно. Да, это был пик рынка и на публичных рынках, и на частных рынках. На самом деле это был пик рынка. И проблема в том, что продать в конце 2021 ты должен был запустить этот процесс для частной компании в начале 2021. Ты не мог подумать в ноябре: о, я бы хотел продать свою долю. Ты уже опоздал. То есть да, у тебя есть время подумать, но так как все очень медленно, и реакция от твоих решений к окончательному действию, она требует 9-12 месяцев, да, то ты должен подумать заранее. Ну, понятно. И вот это очень сложно. Ну, то есть в акции я могу подумать и условно, мне нужно как бы прогнозировать что-то условно на день, да, взял, продал. Совершенно верно. А в твоем случае нужно прогнозировать результат сделки на там, год вперед. Заранее. Вот, ну, я эти примеры приведу. Вот, например, у нас была успешная очень инвестиция в chess.com. Это компания, самая большая компания по игре в онлайн-шахматы, да. Мы в конце 20-го, в начале 21-го начали думать о выходе. Мы получили какие-то первые биды там в апреле-мае 21-го. В итоге мы сделку закрыли 31 декабря 21-го. То есть вот процесс от начала там мыслительного процесса на тему того, что хорошо бы продать, до завершения, он занял там 13 месяцев. Да? И большинство процессов так выглядит. То есть это не исключение из правила, а вот это так работает. И это создает большую сложность, что ты должен заранее подумать. Ну и вот, кстати, вот возвращаясь вот к вопросу, да, ты говоришь, вот совсем недавно и фондовый рынок был на хаях, и венчурный рынок тоже торговался на своих максимумах. После этого мы наблюдали такую весьма ощутимую как бы коррекцию вниз вот с точки зрения переоценок. И вот сейчас картинка каким образом выглядит, что фондовый рынок, он опять обновляет свои максимумы. При этом с точки зрения венчура, там оценки, они наоборот как бы находятся на существенном как бы дисконте от публичного рынка. Хотя на публичном рынке все эти коэффициенты, там PE и так далее, они вот ближе вот к своим таким максимальным перцентилям, да, находятся. Смотри, однозначно на частных рынках, и я думаю, что на венчурных рынках это еще более видно, то есть эффект этого еще более как бы увеличен, да, есть существенный лаг по сравнению с публичными рынками. Но как это работает в реальной жизни? Вот там публичный рынок пошел вниз в 2022 году, да, что произошло на венчурном рынке? Оценки не пошли сразу вниз, но просто сделки прекратились. То есть я считаю, что, как это ни странно, хороший аналог – это рынок недвижимости. Да? Что мы видим, когда рынок недвижимости начинает падать? Что люди начинают снижать стоимость своей квартиры, по которой они выставляют квартиру? Нет, они просто перестают ее, ну, как бы, то есть сделки не происходят на рынке. То же самое произошло на венчурном рынке в 2022-2023 году. Количество сделок, которые реально происходили вот в эти 2 года, 22 и 23, сильно снизилось. Почему? Потому что основатели продолжали считать, что их должны оценивать супер высоко. Да, и им казалось, да вон, как в 2021 году моя компания стоила, там, я не знаю, 30x на выручку, а сейчас вы мне по 5x предлагаете деньги взять. Да я не хочу, это вообще не... и так далее, да. То есть потребовалось время, чтобы у них произошла в собственных мозгах коррекция эмоциональная, как бы, чтобы они поняли, что да, 5x это то, где сегодня рынок, может и надо брать там по 5 или по 10, я не знаю, как бы на выручку деньги. И как раз инвесторы, люди с деньгами, быстрее скорректировали свои оценки, но эффект на рынок был такой, что просто сделки не делались. А кто, соответственно, сделки проводил, они были вот вынуждены их проводить, соответственно, уже по более низким.
Оценка. Да, но вот это начало по-хорошему происходить, там, я не знаю, в конце 2023 года. Рынок наконец-то скорректировался, а в 2022-2023 году что основатели делали? Они думали, окей, ну если мне деньги не дают по оценкам, которые я хочу, значит, я затраты порежу, чтобы мне не нужны были деньги. То есть они начали предпринимать другие какие-то действия вокруг своих бизнесов, что, кстати, привело к тому, что эффективность технологических бизнесов сильно улучшилась в 2022 и в 2023 году. Если, в 2021 году парадигма венчурного рынка была такая, что рост любой ценой, я не шучу. То есть люди конкретно инвестировали там вот. Главное, чтобы бизнес рос по выручке там 100-150% год к году. А сколько это тебе стоит? Да вообще не важно. И люди штамповали гигантские убытки только чтобы расти. То к началу 2023 года, то есть буквально через 12-15 месяцев, да, бизнес, который штампует большие убытки, стал неинтересен. Все задумались об эффективности. Появились коэффициенты, на которые люди начали смотреть. Да, там magic number, там кучу коэффициентов, на которые люди в моем рынке смотрят, которые направлены, по сути, на то, сколько долларов маркетинга ты должен потратить, чтобы купить $1 выручки. То есть, по сути, сейчас такое произошло оздоровление рынка, то есть компании стали более эффективные, более, можно сказать, частью успешные, у них как-то выровнялись оценки, а вот сейчас что в моменте мы наблюдаем? Эти коэффициенты, они снова начинают расти вверх или нет? Безусловно, да, произошло оздоровление рынка, как ты сказал, и сейчас мы наблюдаем расслоение рынка, связанное вот с этой новой технологической волной, про которую мы с тобой уже начали говорить, под названием AI. И мы видим следующее, что если мы говорим про традиционные бизнесы по программному обеспечению, то они investable, то есть привлекательные для инвестиций, только если у них хорошие показатели, хорошая эффективность. И уже, наверное, есть какая-то AI-стратегия, хотя пусть AI никоим образом еще пока не приносит им выручку, а у них просто есть мысли, как им не потеряться в этом новом мире, да? Но они должны быть очень эффективны. И при этом множители продолжают быть низкими. Я думаю, что может быть в 2-3 раза ниже, чем они были там на пике в декабре 2021 года. Да? А если речь идет про AI-бизнес, то множитель точно такой же, как это было в декабре 2021. То есть люди инвестируют в AI по космическим оценкам. То есть сейчас вот этот вот хайп, он в отдельном сегменте находится. В сегменте рынка, но просто этот сегмент рынка сейчас очень большой. Потому что AI, и почему я прямо называю это технологической волной и революцией, потому что это применимо к любому сегменту. То есть вот условно, помнишь, был хайп вокруг там блокчейна? Да. Да? И это все-таки больше касалось там стартапов, которые в финтеке. Да, то есть это было локализовано там в одну какую-то вертикаль, по сути, большого интернета, да, а AI, он пронизывает все вертикали. Неважно, чем ты занимаешься, какого рода бизнесом, AI к тебе применим. То есть это настолько фундаментальная, это основа всего, по сути. И поэтому это прям новая волна. И в отличие от блокчейна, где в итоге мы увидели я не знаю, единицы компаний, которые достигли какого-то успеха, это действительно оказалось хайпом, да, то есть этот пузырь был надут, а в итоге он лопнул, и реальных бизнесов из него вышло очень мало. То в AI уже сегодня есть бизнесы, которые уже сегодня генерят там 50-100 миллионов долларов выручки, хотя они 2-3 года назад не существовали. И уже очевидно, что, да, есть хайп, но это не пузырь. Там будет много реально стоимости создано. Сейчас время возможностей, но и время повышенных рисков. Поэтому при принятии любых инвестиционных решений на венчурном рынке обязательно нужно обращаться к компетентным экспертам. Поэтому, если у вас есть венчурный портфель или вы только планируете инвестировать в непубличные компании, обращайтесь к проверенным экспертам, мы поможем вам сориентироваться во всем многообразии вариантов, да, которые предлагают венчурные капиталисты. И записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке к описанию к данному видео. Михаил, спасибо тебе большое за вот такую вводную, особенно вот эта история с AI. Она просто всех
поглотило, там вот, как ты вот говорил, в свое время всех поглотил блокчейн, сейчас всех поглощает AI. Ну, а если вот в целом как бы вот вернуться снова вот к текущему году, вот каким одним словом ты мог его охарактеризовать и почему? Знаешь, если ты мне позволишь, я скажу не одно слово, а фразу. Значит, была такая расхожая фраза, которая мне в свое время очень понравилась, которую придумал Марк Андрисен. Он один из, таких дуаенов, видных деятелей как бы венчурной индустрии. Он в 2011 году написал статью в Wall Street Journal, в которой он изложил следующую мысль. Он сказал, что software is eating the world, то есть программное обеспечение съедает мир. Да? И вот эта фраза, она стала лозунгом предыдущей волны. Вот все, что мы делали там последние, точно 15 лет существования Flashpoint, это вот было под эгидой вот этого лозунга. Да? Мы инвестируем в программное обеспечение, в цифровизацию отраслей, которые вот должны как бы цифровизироваться, перейти на новые рельсы. Вот я предлагаю новую фразу, по сути, так сказать, и аналогически вытекает из предыдущей волны, из предыдущей фразы. И звучит она очень просто, она звучит так: AI is eating the world. Я думаю, что темой следующих 10-15 лет будет вот именно этот лозунг, что AI просто съест мир программного обеспечения. И это выражается даже в простых вещах. Вот, например, раньше, чтобы написать программное обеспечение, тебе нужны были кодеры, люди, которые это программное обеспечение пишут ручками. Да? Теперь как бы тебе этих кодеров может заменить AI. Ты можешь попросить компьютер написать вообще программное обеспечение, и уже сегодня есть масса успешных бизнесов, которые, по сути, позволяют людям, которые вообще ничего не понимают в программировании, просто путем дискуссии с AI как бы, да, создать любой продукт программного обеспечения. Поэтому вот мне очень нравится эта аллегория, которую господин Андрисен придумал как бы 15 лет назад, и вот мне кажется, что мы увидим просто новый цикл, и это будет мощно, интересно, и, как я тебе сказал, для меня прямо это уникальное время, я, так сказать, очень вдохновлен по поводу рынка, хотя я понимаю, что в том числе на рынке VC будут гигантские изменения. Потому что не секрет, что вот за 15 лет предыдущей волны, как бы посвященной софтверу, там возникли тысячи VC-фирм, и наш рынок претерпит большие изменения, будет, видимо, какая-то консолидация, будет тоже смена парадигмы, наверное, понадобятся новые подходы, новые технологии. Я сейчас выскажу свою гипотезу. Я думаю, что и среди нашего рынка выживут только те управляющие капиталом, которые смогут AI интернализировать в собственные бизнес-процессы. То есть мы должны стать лидерами движения по встраиванию AI как бы в собственное мышление и в собственные процессы по принятию инвестиционных решений. Да, Михаил, а вот снова вернемся к рискам, да, то есть мы говорили, что риски нарастают, и вот в этой вот конкурентной борьбе, по сути, как бы выживут единицы. Вот если взять какого-то среднестатистического клиента, а мое субъективное мнение, что среднестатистический клиент, инвестор венчура, он не выживет, я именно говорю про ритейл-инвесторов, вот ты что бы мог порекомендовать вот именно с точки зрения построения портфеля, если взять какого-то клиента, не знаю, там с активами 1, 2, 3, может быть 5, может быть 10 миллионов долларов, как вот сейчас правильно подойти к построению портфеля, а я считаю, что нужно к этому очень консервативно подходить, с учетом того, что ты рассказываешь. Как распределить? Это должны быть точечные компании, это должен быть только AI, или нужно идти через фонды? Что вот сделать в текущей ситуации, чтобы хотя бы
как минимум как бы не потерять деньги желательно, а лучше что-то вот еще заработать? Знаешь, наверное, первый и самый главный совет, который хочется дать людям, которые думают, как в этом рынке поучаствовать, заключается в том, что я ни в коем случае не советую становиться ангелом. То есть если только ты сам не успешный предприниматель, участник этого рынка, экосистемы или там программист, и вот, ну, там, ты дышишь этим рынком, то есть если у тебя нету каких-то специальных знаний, которые тебе позволят, во-первых, получить доступ к потоку хороших сделок, во-вторых, дадут тебе какое-то преимущество в том, как селектировать компании, решить, что почему-то, во-первых, у тебя будет доступ к правильным ситуациям, а во-вторых, что ты сможешь их правильно селектировать и инвестировать в те, которые будут успешными, это прямо ошибка. И я видел многих, которые эту ошибку совершали. Сразу приходит в голову прекрасная книга, которая, правда, написана про публичные рынки, но, на мой взгляд, она абсолютно применима к нашей ситуации, которую написал Насим Талеб. По-английски она называется «Fooled by Randomness», обманутый, по сути, случайностью, да, или то есть на публичных рынках, если ты успешно проинвестировал, тебе начинает казаться: я бог, я знаю, что надо инвестировать, и потом очень быстро может выясниться, что тебе просто повезло, и там следующие твои решения могут оказаться неправильными, да. Это точно так работает в венчурном рынке, и поэтому главный совет — не брать на себя идиосинкратические риски как бы одной акции, диверсифицироваться. Как лучше всего и быстрее всего диверсифицироваться? Как построить диверсифицированный портфель? Самое простое — пойти к людям, которые профессионалы этого рынка и занимаются этим рынком. То есть, мой первый совет, если человек ничего про этот рынок не знает, пойти и проинвестировать в какие-то фонды. Может быть, в несколько, чтобы, присмотреться. Фонды все отличаются, у них у всех другой поток входящих инвестиций, из которых они отсматривают, другие алгоритмы принятия решений инвестиционных о том, что из этого потока есть хорошо, что есть плохо. Это такой хороший метод научиться, просто проинвестировать в фонд и понаблюдать за тем, что эти люди делают. Это, наверное, совет номер один. Совет номер два. Чаще всего вокруг всех успешных фондовых управляющих есть какой-то co-invest community. Есть возможность увеличивать риск на какие-то успешные инвестиции этих управляющих. Для этого есть структурные причины. Основная структурная причина заключается в том, что у любого управляющего все равно ограничен капитал, которым он распоряжается и который он инвестирует в эти компании. И, как мы с тобой понимаем, если компания становится очень успешной, ее потребность в капитале может сильно увеличиться. Это означает, что управляющий очень быстро добегает до лимита. У нас есть лимиты по диверсификации. Да? Вот у меня есть там какой-нибудь фонд, не знаю, вот третий наш венчурный фонд был $105 миллионов. Наш лимит по диверсификации 15%. То есть мы не имеем возможности больше 15 миллионов положить в одну компанию. Мы в успешных компаниях довольно быстро добегаем на самом деле до лимита. То есть да, мы пишем первый чек, допустим, 3, но потом, если эта компания успешна, мы в течение 18 месяцев после первого чека легко можем в нее положить еще 12, оказаться на лимите. А компания продолжает требовать капитал или есть возможность сделать какую-то secondary сделку. Да? И что мы делаем в этом случае? Мы открываем эту возможность инвесторам своего фонда в первую очередь. У них по сути, право первой ночи там, или преимущественное право, условно говоря. Да? А дальше открываем, в принципе, всему нашему комьюнити, то есть инвесторам всех остальных наших фондов. В нашем комьюнити сегодня, 300-400 человек, и каждый год оно нарастает. И таким образом у тебя получается, ты наблюдаешь за этими бизнесами, ты смотришь, как они перформят. Это уже некая селекция, да, которую за тебя делают. Дальше есть еще селекция в виде того, что есть самые успешные из этих бизнесов, которые в итоге выкладываются в co-invest community. И, если ты хочешь, у тебя есть этот бизнес. Это уже более крупные бизнесы. Тебе уже можно посмотреть на суть этих бизнесов. Риск намного меньше, да, и у тебя есть возможность увеличить exposure на эти имена.
Вот если бы я был человеком, у которого есть деньги, и который хочет там аллоцировать, не знаю, там 10-20%, сколько-то процентов от общего своего капитала в венчурную индустрию, вот я бы это сделал так. И более того скажу, большинство наших клиентов, а у нас во Flashpoint почти 200 клиентов, и там подавляющее их большинство это high net worth individuals и family office, да, они действуют именно по такой схеме. И зачастую они работают не только с Flashpoint, а работают там с 2-3 фондами, где у них хорошие отношения с управляющими, в результате этого у них глубокий доступ к информации, и они активно следят за тем, что мы делаем, задают вопросы. Почему вы сюда проинвестировали, а сюда не проинвестировали? Это вот по сути то, что мы стараемся делать в рамках нашего бизнеса, потому что мы по сути таким самым высшим лейером для клиента выступаем, то есть мы в целом смотрим на то, что вообще происходит с его целым портфелем, там не только на публичных рынках, а в целом во всех сегментах. И вот мы выстраиваем как раз взаимодействие с разными контрагентами, смотрим на них и потом уже показываем клиентам. А вот с точки зрения оценки, да, вообще результатов фонда, ты говоришь, положи какую-то часть и потом наблюдай. Как ему наблюдать? Надо год наблюдать, 2 года. Как вообще этот процесс именно клиенту выстроить, чтобы ему понять, эти ребята молодцы, они меня устраивают, мне нужно либо докладывать больше денег к ним в фонд, либо больше докладывать в коинвестиции. Смотри, у нас медленный бизнес. Почему так? Потому что для того, чтобы реально понять, этот фонд успешный или нет, должно пройти несколько лет. То есть да, мы на самом деле делаем квартальную оценку нашего портфеля и даем нашим инвесторам квартальную отчетность, но в первые несколько лет эта квартальная отчетность дает, безусловно, какую-то информацию, но реально разобраться, успешный этот фонд или нет, можно, наверное, через 3-4 года после его запуска. Да? Поэтому люди, которые инвестируют в этот класс активов, они в первую очередь должны запастись терпением. Они должны понять, что они должны дать 3-4 года на то, чтобы понять, как это работает, и через 3-4 года, если они дали деньги правильным управляющим, они это увидят в отчетности, в показателях, по доходностям, по тому, как портфель увеличился в стоимости. Безусловно, надо разбираться с тем, каким образом управляющие переоценивают свой портфель, потому что так как мы говорим про портфели частных активов, это дает возможность управляющим потенциально манипулировать цифрами. И, знаешь, как говорят, про конкурентов только хорошо или никак, я не буду плохо говорить ни про каких конкурентов, но я знаю, что на рынке есть масса примеров людей, которые манипулируют цифрами. Пример. Даже с большими активами под управлением? Да, конечно. И, понимаешь, я пример тебе приведу. Допустим, компания в 2021 году разместилась по высокой оценке. Да? Взяла много денег на борт. А дальше дела плохо пошли. В 2022 дела идут плохо, в 2023 дела идут плохо. Реально эта компания, хотя взяла деньги по оценке, допустим, миллиард, сегодня должна стоить 300 миллионов. Но они по своей политике отчетности держат ее по последней сделке. По миллиарду. Не переоценивают они ее вниз. Есть много управляющих, которые таким образом оценивают свой портфель. Они говорят, а что, последняя известная цена акций в этой компании говорит о том, что компания стоит миллиард. А то, что там показатели ужасные, и эта компания явно должна стоить несколько раз меньше, это к делу не относится. Да? Мы с самого начала приняли политику и стратегию очень большой прозрачности. Мы считаем, что вообще, особенно, давай так скажем, в Восточной Европе и в русскоязычном мире есть проблемы с бизнес-этикой определенные. И мы как-то с самого начала поняли, что в мире инвестиций единственное, как можно отличиться, это если ты будешь очень прозрачным и прям будешь сильно отличаться от рынка в этом.
То есть вы через такой элемент доверия и устраивания отношения с клиентом? Только так, потому что инвестиции делаются особенно инвестиции финансовые, когда ты даешь управляющему капитал, чтобы он им управлял, могут делаться только на доверии, да. Что мы делаем? Мы раз в квартал методично смотрим на результаты компании по выручке, по прибыльности, выполняют ли они свой бюджет, смотрим на их прогнозы, смотрим на то, где публичные рынки находятся, и мы применяем множители публичных рынков к реальным результатам этих компаний за последние 12 месяцев, и дальше применяем к этому дисконт, что мы понимаем, что наши компании частные, не публичные, соответственно, по оценке публичных компаний они проданы не будут, должен быть дисконт. Да, мы берем, дисконты разные бывают, но условно от 15 до 35% дисконт в зависимости от размера компании, от рода его деятельности и так далее. И для меня KPI, как я слежу за тем, что наши оценки коррелируют с реальностью, слежу следующим образом. Вот у меня произошло уже за историю флешпоинта 23 выхода. Да? Для меня очень важно, чтобы не было такого, чтобы я оценивал компанию в миллиард, а в итоге мы ее продали за 300. Это говорит о том, что я неправильно ее оцениваю и обманываю своих инвесторов. Вот мы за 23 выхода, которые мы сделали, ни разу не ошиблись в оценке компании больше, чем на 10%. В плюс или в минус. Я отслеживаю 2 предыдущих квартала до выхода. То есть условно, как я ее оценил, на конец первого квартала и на конец второго квартала, если мы ее продали 1 сентября. Это говорит о том, что если мы смотрим на оценку ваших фондов, то это, скорее всего, какая-то цифра стоимости, она максимально вообще приближена к реальности. В этом задача. То есть я хочу показать свой реальный результат. Да, сколько мои активы реально стоят сегодня, если бы я пошел и был вынужден их продать. Да? Но еще раз, пространство для манипуляции масса, и я знаю, что многие управляющие не следуют нашим принципам, например, да? Что им нужно привлекать деньги, им нужно показывать хороший результат. То есть проблема принципала и агента. Да? Они агенты, и их задача, безусловно, себя рекламировать. Почему у нас так сложилось? Во-первых, потому что мы с самого начала поняли, что это правильный путь к успеху, и что наш бизнес долгосрочный, и что клиент, который ко мне пришел, я хочу, чтобы через 10-15 лет он мне дал в 3 раза больше капитала, чем сколько он положил в начале. Вот для меня мерило успеха. А чтобы туда прийти, я должен быть с ним честным, я в том числе должен рассказывать про ошибки, которые я делаю. А как любой управляющий, особенно на нашем рынке, если ты не делаешь ошибок, значит, ты просто не участвуешь в рынке. Михаил, а с точки зрения аллокации, да, если посмотреть на портфель, я понял эту концепцию, я выбрал, допустим, несколько фондов, решил в них проинвестировать. Я, допустим, хочу 10% капитала аллоцировать на венчур. Какую часть я должен аллоцировать в фонды, а какую часть я должен аллоцировать на коинвестиции, если мы говорим о каком-то таком сбалансированном подходе? Смотри, я считаю, что, во-первых, коинвестиции – это не для всех. То есть я думаю, что это зависит от 2 факторов. Первое, сколько этот человек готов тратить времени на это. Если он не готов тратить время, я бы вообще не делал коинвеста. Значит, если у него есть желание и возможность тратить время, размышлять, думать, смотреть, что там, где ты делаешь коинвесты, ты принимаешь собственные инвестиционные решения. И это накладывает на тебя определенную ответственность. То есть, да, конечно, эти сделки каким-то образом отселектированы и так далее и тому подобное, но тем не менее, это не управляющий принимает за тебя это решение. Да? В фонде ты передал ответственность мне. Я за тебя эти решения принял, и я несу перед тобой ответственность за итоговый результат. В коинвестах ты управляющий, а я лишь твой проводник. Я могу ответить на вопросы, сказать, окей, тут такие риски, но итоговое решение за тобой. Поэтому первое, еще раз, требуется время. То есть я это рекомендую только людям, у которых есть на это время и которые готовы вдумчиво думать. И, наверное, второе, если время есть, капитал есть и желание есть, я думаю, что правильное соотношение где-то, от
50 до 75% капитала должно все равно быть проинвестировано в фонд, и там условно, не знаю, четверть, треть может быть в коинвестах, и эти коинвесты надо диверсифицировать. Никто не отменяет диверсификацию, да, то есть условно там ты должен решить, что, не знаю, ну, например, я хочу 10 миллионов всего положить, значит, я положу там вот, не знаю, 7 миллионов в фонды, соответственно, у меня остается 3 миллиона в коинвестиции, я хочу набрать портфель коинвестиций, где будет хотя бы 10 компаний, поэтому там, ну, мой чек в коинвестицию, там, я не знаю, лучше 300 тысяч, лучше 20, да, и тогда мой чек 150, да. То есть вот диверсификация. Я считаю, что в коинвестах меньше риска, и это означает, что меньше дисперсии. То есть у тебя меньше возможности потерять деньги, чем если бы ты сам шел, как ангел, инвестировал, да. Но там апсайда тоже меньше, что ты инвестируешь на более поздней стадии. То есть вероятность того, что там ты заработаешь 50x там, или 100x, ну, она, по сути, практически нулевая. То есть это скорее заработок, там, я не знаю, от 2 до 5x на протяжении, там, не знаю, 3-5 лет, когда эта инвестиция успешна. И там, ну, потенциально могут быть инвестиции где-то 1x, или даже дела почему-то пойдут очень плохо, наверное, будет небольшое количество инвестиций, где там ты не заработаешь, да. Поэтому вот, ну, ты собираешь такой портфель. А вот скажи еще, а как ты относишься к инвестициям в компании уже такой вот поздней стадии развития, которая уже, вот, наверное, вот близки к тому, чтобы стать публичной компанией? Что При вот... IPO ты имеешь в виду? Ну да, потому что такая какая-то наиболее хайповая история всю жизнь была. Она, вот по моему опыту, все это такими какими-то волнами, конечно, проходит. Вот насколько ты считаешь вот правильно вот в такие истории вообще заходить, или лучше все-таки сосредоточиться на компаниях вот более ранних стадий? Ты знаешь, ответ такой, что это все очень... Если ты инвестируешь при IPO, ты должен быть очень хорошим макроэкономистом. То есть это, может быть, меньше имеет отношение конкретно там к компаниям. Нет, конечно, компании тоже надо анализировать, в них нужно разбираться там, и так далее, да, но вот там есть годы, когда при IPO зарабатывает как стратегия много денег, там условно, если ты инвестировал в при IPO в 19-м, там, в начале 20-го, дальше там, в 20-м, 21-м кучу компаний сделали IPO, там, и ты мог на этом хорошо заработать, но ты должен был успеть выйти до конца 21-го, да, если ты застрял и не вышел, то, ну, непонятно, заработал ты на этих инвестициях или не заработал. То есть ты именно, вот как макроэкономист, ты должен понять, где находится общий цикл публичных как бы рынков, что при IPO-история супер завязана на вот этот общий цикл. И, ну, я, например, не считаю себя там каким-то выдающимся макроэкономистом, я себя считаю как бы средним макроэкономистом. То есть я понимаю, что есть циклы, я в принципе, ну понятно, есть процентные ставки, которые двигаются и каким-то образом эти циклы определяют. Есть геополитика, которая влияет на циклы, там есть commodity cycle, который влияет на циклы, да. Но сказать, чтобы я прям вот, ну там, слушай, хорошо предсказывал, когда цикл начнется или закончится, как бы. Поэтому мы как Flashpoint не поучаствовали в этом движении. Я знаю, что многие наши конкуренты сделали большие pre-IPO бизнесы. И ты знаешь, очень интересный комментарий от клиентов. Я помню, как в 21-м многие мои клиенты меня ругали, говорили: Миша, вы там, вот мы там заработали много денег, а вы слишком консервативные. Потом пришел 22-й год, 23-й год. Люди вдруг пришли ко мне и говорят: Миша, какие вы молодцы. Вы теперь вдруг в моем портфеле выглядите, ну, прям очень привлекательно. Вот в 21-м вы плохо выглядели, как бы, а вот в 23-м вы выглядите очень привлекательно, как бы. Какие же вы молодцы, что вы консервативные. И, ну, вот я про себя подумал, что мне нравится мой бизнес. Я не хочу быть настолько завязанной на макроцикл, потому что я его просто не чувствую так хорошо. Я считаю, что, как бы, ну, мы в длинном бизнесе, и наша задача в этом длинном бизнесе в отрыве от цикла зарабатывать свою доходность. И вот это мы умеем делать. Поэтому, конечно, когда все улетает, мы выглядим, наверное, менее привлекательно, чем если ты проинвестировал конкретно в место, где улетает. Но во все остальные периоды мы будем выглядеть вполне привлекательно.
Ну, то есть, как бы поздние стадии, по сути, это так выглядит. У нас вот есть вот публичный рынок, ты можешь проинвестировать в какой-нибудь индекс S&P 500, у тебя там один уровень волатильности, потом ты, допустим, спускаешься на уровень ниже, например, там какие-нибудь компании малой капитализации публичные, там волатильность, да, small cap, у тебя волатильность выше, а следующий как бы уровень, который тоже очень близок к публичному рынку, это компании вот поздних стадий, они тоже достаточно как бы ликвидны, а там волатильность, она еще выше. Еще выше. Мне очень нравится твое сравнение, я думаю, что ты совершенно прав, вот этот рынок при IPO, это прямо переходный рынок между частным рынком и смолл-кэпами. Он вот где-то там посередине, с точки зрения уровня риска, волатильности и всех остальных вещей. Ну и, соответственно, у тебя есть всегда как бы такая высокая вероятность на коротком горизонте времени заработать много, и в том числе потерять, там, не знаю, по 95%. Я вот таких историй очень много видел. Да, я тоже такие истории, безусловно, слышал. Ну, слушай, в любой рынок нужно заходить с открытыми глазами, понимая не только доходность, но понимая риски. Ну, то есть, наверное, если говорить про вечер, поздние стадии, наверное, тоже имеют право быть в портфеле, но это должна быть какая-то часть портфеля, и она, наверное, должна быть не всегда, а в зависимости от того, что вообще происходит на рынке. Чем более поздняя стадия, тем меньше это венчур, тем больше это просто инвестиции как бы в рынок. То есть компания, тем больше ты зависишь от рынка. Ну, то есть это такая полупубличная компания, у которой еще просто нет листинга на бирже. Совершенно верно. Угу. И, ну, слушай, у нас там, безусловно, вот сегодня, если ты спросишь меня, там, у нас в наших венчурных фондах, там, в портфелях есть компании, которые доросли до этого уровня. Ну, просто органически, да, мы когда инвестировали, там, выручка была 1 миллион, там, Гести хороший пример, мы проинвестировали, выручка была 1,5 миллиона, вот прошло там 8 лет, там, выручка 100+. И вы все еще в компании находитесь? Да, ну, там, мы что-то продали по пути, мы много раз докупали в начале, как бы, да, когда мы были единственные за столом, там, увеличили долю, там, вот сейчас мы там плавно продаем, я не знаю, ну, там, вот, сделают они IPO. Когда-то казалось, что они IPO сделают прямо, ну, вот, совсем скоро, да, там, но сейчас рынок IPO сложный, там, ну, может, они сделают IPO в следующем году, а может, они сделают IPO через 3 года. Но в любом случае, в принципе, ну, там в этой компании есть ликвидность. Это компании такого уровня, что, ну, если ты очень хочешь продать, как бы, ну, ты можешь продать. Вопрос исключительно дисконта. Сейчас время возможностей, но и время повышенных рисков. Поэтому при принятии любых инвестиционных решений на венчурном рынке обязательно нужно обращаться к компетентным экспертам. Поэтому, если у вас есть венчурный портфель или вы только планируете инвестировать в непубличные компании, обращайтесь к проверенным экспертам. Мы поможем вам сориентироваться во всем многообразии вариантов, да, которые предлагают венчурные капиталисты. И записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке к описанию к данному видео. Михаил, вот на рынке непубличного капитала есть разные стратегии инвестирования. Мы вот с тобой все больше говорим о том, что вот в текущей ситуации нужно быть более консервативным. И есть такие более классические как бы истории, когда люди там инвестируют в equity, в капитал компании. И все больше как бы историй я наблюдаю вот среди продуктов, которые предлагают какие-то вот там third party, counter parties, или среди клиентов, они тоже очень часто заходят с такими запросами на вот private debt, это вот именно частный долг. Потому что тоже как бы такая очень интересная тема. Многие клиенты занимаются этим самостоятельно. У меня тоже есть свой такой негативный опыт, когда ты кому-то даешь деньги взаймы и получаешь повышенные проценты, берешь на себя риск того, что эти деньги попросту могут к тебе не вернуться. Я, насколько знаю, у вас тоже есть, вот, скажем, в вашем семействе фондов, в том числе вот экспозиция на вот частный долг. Вот можешь эту тему тоже раскрыть, потому что есть спрос у ряда клиентов на повышенную фиксированную доходность. Вот рынок такой достаточно этот разнообразный, все инвестируют в свои сегменты. Вот можешь, наверное, и в целом как бы про этот рынок рассказать, как он устроен, и вот рассказать еще больше про то, чем вот вы занимаетесь и почему.
Да, с удовольствием. Действительно, помимо самого венчурного рынка, да, вокруг венчурного рынка есть много микрорынков, которые, по сути, были порождены венчурным рынком. И вот один из таких рынков или интересных ниш – это рынок так называемого венчурного долга. В чем идея основная? Все знают, или многие знают, что вот рынок прямых инвестиций, то, что называется private equity, да, он традиционно возник как, по-английски это называется leveraged buyout. То есть, когда ты выкупаешь бизнес за счет долгового финансирования, привлекаешь очень много долга, кладешь небольшое количество собственного капитала, а дальше работаешь над повышением эффективности этого бизнеса, в итоге возвращаясь кредит, и получается, что на твой небольшой собственный капитал ты заработал много денег. Да, вот это был старт этой индустрии в 60-е годы, когда известные фирмы, KKR и так далее, возникли и, по сути, были пионерами этого движения, этого рынка. И конечно же, одна из основных бизнес-идей в прямых инвестициях заключалась в том, что часть эффективности, которую ты получаешь в бизнесе, она за счет структуры капитала. Что, безусловно, equity, собственные средства более дорогие, чем долг, и если ты можешь подвинуть структуру капитала в существенной степени в сторону долга, более дешевого, да, то у тебя есть возможность на собственные средства заработать большую доходность. И вот они были пионерами, которые эту модель придумали. Значит, VC, так как мы берем на себя намного больше рисков, чем классические фонды прямых инвестиций. Во-первых, они инвестируют в большие, успешные, прибыльные бизнесы, пусть из которых нужно выжимать эффективность, но тем не менее, это большие корабли, да. Мы инвестируем в маленькие бизнесы, которые недавно возникли и которые, только вообще проходят этап процесса становления и масштабирования. Значит, это, первое большое различие. Второе большое различие заключается банально в том, что у них просто объемы денег намного больше. И, естественно, чем меньше объем, как мы с тобой обсуждали, чем меньше этот small cap, если он micro cap, тем больше твой риск, и тем сложнее тебе работать с, источниками капитала, да. И поэтому традиционно на венчурном рынке, по сути, все инвестиции были первые десятилетия, когда этот рынок возник, из собственных средств. Все инвестировали только equity. То есть участие долга в структуре капитала, оно равнялось нулю. В какой-то момент умные люди подумали, может, это все-таки неправильно, может, есть возможность тут что-то пооптимизировать. И, окей, понятно, что в классическом LBO соотношение структуры капитала 80/20, да, 80% долга, 20% собственного капитала, или 70/30, 70 долга, 30 собственного капитала, да, и это, понятно, неприменимо к венчурному рынку, но все-таки совсем не иметь долг, может быть, это тоже неправильно, и возникла идея, что, может быть, не на самой-самой ранней стадии, когда это совсем сидовые инвестиции, пассивные, на каких-то более поздних стадиях, когда все-таки это уже какой-то бизнес, уже есть миллионы долларов выручки, этот бизнес уже привлек миллионы или десятки миллионов собственных средств, может быть, есть смысл в том, чтобы добавлять более дешевый капитал, долговой. И в итоге рынок, путем пробы и ошибок пришел к тому, что это соотношение 80/20 должно быть ровно зеркальным по отношению с классическим бизнесом прямых инвестиций. Михаил, извините, чуть-чуть перебьем. К этому сейчас вопросу вернемся. Мне просто кажется, что нашим слушателям может не совсем до конца быть эта история понятна с дешевым капиталом. Потому что для многих как картинка выглядит? Компания же вроде привлекла деньги в equity, она не платит проценты. И вроде капитал, его кост ноль для компании. Да. Я на уровне обывателя просто. А вроде ты привлекаешь займ, ты по нему вынужден платить проценты. Классный вопрос. Объясняю. Значит, на самом деле стоимость моего венчурного капитала – это та доходность, которую я хочу на этом капитале заработать. 75 или 100%. Давай простой пример возьмем. Допустим, ты предприниматель, у которого есть компания, которая стоит 10 миллионов. Ему нужно взять 10 миллионов для того, чтобы
развить свою компанию, и он знает, что взяв эти 10 миллионов, он превратит свою компанию из компании, которая стоила 10, в компанию, которая будет стоить 100. Да? Вот, допустим, он взял у меня, как у венчурного капиталиста, инвестиции в собственные средства, в equity. Вот я ему дал 10, его компания была оценена в 10. То есть я взял у него 50% его бизнеса. К моменту, когда его компания начала стоить 100, его доля стоит 50, и моя доля стоит 50. Я заработал 5 раз на деньги. А теперь давай себе представим, что он эти деньги взял в долг. Ну, давай для простоты примера представим, что он все 10 взял в долг. Допустим, ему нужно 3 года, чтобы увеличить стоимость своей компании вот из 20 в 100, 10 плюс 10 кэша недавно поступившего, до оценки 100. Допустим, процентная ставка, давай скажем 20%. То есть на 10 миллионов он должен платить 2 миллиона в год. Прошло 3 года, его компания стоит 100 миллионов, он мне возвращает мой кредит в 10 и возвращает за 3 года проценты. Это 2 умножить на 3, 6 миллионов долларов. То есть он мне заплатил 16, себе оставил 84. А в первом примере, когда он взял собственные средства, он себе сколько оставил? Всего 50. Разница колоссальная. То есть долг, даже стоящий 20%, в разы дешевле для предпринимателя, чем размыться. То есть вот эта стоимость, она в размытии. Да, он теряет долю в своей компании. И предприниматели это прекрасно понимают и чувствуют. И в финансовой теории это хорошо описано. Да, и действительно, я тебе просто заявляю, что стоимость моего equity капитала, вот я как венчурный инвестор, если я смотрю на твою компанию, я открыто в лицо тебе говорю, что я хочу заработать 75-100% годовых на это инвестиции. Почему? Потому что я знаю, что у меня будут неуспешные инвестиции, где я ничего не заработаю. Мне нужно в итоге в среднем заработать 25-30% годовых. Чтобы их заработать, я в успешных инвестициях должен зарабатывать 75-100%. Поэтому стоимость собственных средств, она такая. И исходя из этого, что делают венчурные, что делают основатели и какое предложение венчурного долга? Предложение очень простое. Не бери 10 собственного капитала. Вот в примере, который мы с тобой только что обсудили. Ты возьми 7, размойся, но 3 возьми в долг. Да, это будет долг по 20%. Но он тебе в разы дешевле. Это просто не сравнить. А это тоже приходится объяснять владельцам бизнеса? Или... Не всем. Есть люди, которые это прекрасно понимают и чувствуют. Я бы так сказал, большинство людей это прекрасно понимает и чувствует, но, конечно, люди разные бывают. Но большинство людей прекрасно понимают, в чем идея этого продукта. То есть, почему для них еще важно размытие? Это и денежный вопрос, то есть он бьет по их карману, потому что они, по сути, отдают нам, венчурным капиталистам, возможность заработать. А с другой стороны, очень часто это вопрос сохранения контроля над бизнесом. Вот представь себе, что ты основатель, или вас 2-3, у вас... вы уже сделали 2-3 раунда, у вас доля в компании 65%. Потому что 35% купили ангелы, потом венчурные инвесторы, Вам нужно следующий раунд привлекать. Вы хотите взять еще 15 миллионов долларов. Если взять их в акции, размытие будет 25%. И вдруг у вас останется 48% собственной компании. Вы уже не контролирующие акционеры. А если ты возьмешь 70% в виде собственных средств, а 30% в виде долга, у тебя размытие меньше, соответственно, ты заканчиваешь раунд, имея 52% своей. Ты все еще контролирующий акционер. Важный вопрос. Супер важный вопрос. Да, я, кстати, еще сталкивался с такой ситуацией, когда фаундеров компании размывали до такой ничтожной цифры с точки зрения их участия, владения в компании, доля, допустим, становилась однозначной в процентах, 5% компании. И я так понимаю, что здесь есть 2 важных таких момента обратной стороны всей этой истории, когда доля размывается. Во-первых, многие венчурные фонды, они когда инвестируют в компанию и участвуют в праймери раундах, они смотрят на то, какая доля у фаундера, насколько он вообще мотивирован. Да, мотивирован. Мы на это смотрим очень активно, да, конечно.
И я видел истории, когда вот эти венчурные капиталисты, они уже поинвестировали, долю фаундеров размыли, и они начинают думать, а как бы нам обратно увеличить их долю, чтобы их мотивацию как бы повысить. Потому что многие фаундеры, они в такой ситуации как могут размышлять, а зачем мне всем этим заниматься за свои 5%, а может мне вообще лучше выйти и новым бизнесом заняться? Это большая проблема, и, ну, слушай, так как основной актив, который есть у основателя, это его акции, и если правильно сформулировать этот актив математически, это доля, которой он владеет. Вот в момент запуска бизнеса это 100% на всех основателей вместе, да? Дальше она начинает сокращаться. Чем она меньше, тем хуже. Поэтому вот венчурный долг для основателей, почему он привлекателен? Это инструмент, который позволяет тебе сохранить максимальную долю. И да, это дорогой долг, но долю-то ты сохраняешь, поэтому в любом случае для тебя это как бы, ну, супер выгодно. Это выгодно венчурным капиталистам, потому что они сохраняют мотивацию основателям А. Б. Мы с тобой прекрасно знаем, что любой леверидж увеличивает доходность. Поэтому для них тоже выгодно получить леверидж в бизнес, как бы, который не может пойти прокредитоваться там в банке или в обычном финансовом институте. По-другому леверидж не получить да, на эту позицию. А тут, пожалуйста, пришли люди, как бы дали леверидж. Поэтому это выгодно всем. И основной трюк с точки зрения... Давай, прежде чем про трюк поговорим про то, как вообще устроен этот продукт. Мы выдаем кредиты вместе с раундом финансирования. То есть мы строго приходим в момент, когда компания берет капитал на борт. Да, вот ты взял 7 equity, мы тебе сверху дали 3 долга. Да? То есть мы не даем долг в изоляции от того, чтобы ты взял раунд. Ну, то есть вы хотите понимать, что у компании есть деньги в момент, когда вы Совершенно занимаете. Верно. Значит, мы даем, долг, который мы даем, он на 3 года, ну, иногда на 4, ну, вот от 3 до 4 лет, в основном на 3 года. И он амортизируется равными долями. То есть это как ипотека, по сути. Ну, вот такое из нашей обычной жизни наиболее близкое к этому понятие – это ипотека. И ну, мы с тобой понимаем, что если компания взяла $10 миллионов на борт только что, да, 7 собственных средств, 3 долга, ну, завтра же она не обанкротится. То есть на самом деле... так называемый value at risk, капитал, который у меня под риском. Это не $3 миллиона, которые я в кредит выдал, а там, ну, 1,5, например. Ну, то есть да? Вы уже понимаете, что там 50% скорее всего вернется, даже если вот после этой сделки все под откос пойдет. Совершенно верно. Значит, как устроен уровень, коэффициент потери? Да? В долговом мире риск определяется коэффициентом потерь. Loss rate, если вот там ты инвестируешь в облигации, например, да, основной показатель, на который ты смотришь, это как бы коэффициент потерь. Сколько ты потеряешь от принципала, да, от вот твоей там выданной как бы в долг суммы инвестиций. Значит, у нас коэффициент потерь вот в venture debt, и это не показатель флешпоинта, это показатель всего рынка за последние 30 лет. Пройдя через 8-й год, через разные годы, пройдя как бы вот средний коэффициент, он между 2 и 3%. Из чего это складывается? Коэффициент дефолтов, конечно, выше. То есть дефолтов там от 8 до 10%. Но когда дефолт происходит, ты теряешь не все деньги, как, например, в облигационном бизнесе, да, а ты теряешь там от 30 до 50% своей инвестиции. В итоге твой loss rate – это, по сути, он получается перемножением коэффициента дефолтов на как бы потери, которые ты в этих дефолтах как бы несешь. И получается, что твой общий loss rate – это там 2-3%. Чтобы помочь людям это как-то разместить на финансовой карте долговых именно инструментов, значит, loss rate 2-3% – это там какие-нибудь облигации, которые имеют рейтинг BBB, то есть условно… типа такой качественный high yield. Это high yield, да, то есть это как бы это не investment grade, но это high yield, который зарабатывает 7-8% годовых. Да? Наш фонд по венчурному долгу, первый фонд у нас был в евро, он в итоге там, сегодня ему 5,5 лет, он в принципе уже вернул все деньги инвесторам и в итоге показал доходность там 11%, 12% евро. Почему я говорю 11-12? Потому что там есть какое-то количество варантов, которые мы получаем. То есть там есть фиксированная доходность, которую мы получаем от долга, и есть какой-то кусочек доходности, который завязан на успех этой компании.
Да, и, ну вот, про успех компании, как бы, ну, мы до конца еще не знаем, сколько мы получим. А ты можешь вот тоже вот механику этого варанта сейчас расскажу про механику варанта, безусловно. Вот, второй фонд, который мы запустили, вот, в который можно еще в течение нескольких недель до конца июня проинвестировать, он долларовый, и ну вот за первые 17 месяцев он показал доходность 14 с хвостиком процентов, и, ну, в принципе, целевая доходность 14-15% в долларах. То есть по сравнению с облигациями, которые абсолютно имеют такой же риск и, кстати, имеют такую же дюрацию, то есть дюрация нашего фонда средняя где-то 3,5-4 года, но если присоединиться в последнее закрытие фонда, вот сейчас, то твоя дюрация будет только 2,75, то есть 2 года и 3 квартала, да? Ну, там, это вот в облигационном мире ты получишь за это 7-8%, а с нами получишь 14-15%. Но я, кстати, бы сказал, что даже не 7-8, наверное, в текущих реалиях ты по факту как бы на качественном хай-йилде с такой дюрацией заработаешь 6,5, может быть, даже 7%. Вот ну, ты ближе к этому рынку, 6, как бы, да, 6, ты лучше 7, его наверное, знаешь. даже, да. Вот, и в моих 14-15 уже учтен коэффициент потерь в 2-3%, а в 6,5-7, про которых ты говоришь, еще коэффициент потерь не учтен. Ну, то есть это 6,5-7 до того, что ты как бы, ну, несешь риск потери, а у нас он уже учтен. Значит, как работают варанты? То есть мы выдаем кредит. Обычно кредит мы прайсим под 15-16%. Допустим, кредит $3 миллиона. Ну, просто чтобы продолжить наш пример с тобой математический, да? И дальше мы говорим, что, смотрите, вы же взяли 7 миллионов в акции, ну, одномоментно с тем, как мы вам выдали 3 миллиона в кредит, да? И у вашего раунда была какая-то оценка, X. Нам не нужна доля, мы не хотим размывать вас, нам не нужна доля никакая, но мы берем варант. Варант – это как опцион, такой же, как опцион сотрудникам, которые выдают, но только он имеет strike price, то есть он имеет цену, по которой он может быть исполнен. Цена – это цена вашего раунда. То есть мы прайс-тейкеры, мы берем цену, как бы, да? Следующего раунда. Текущего раунда. Ну все, понял, да. Да, и мы зарабатываем на апсайде. То есть если компания увеличивается в стоимости в течение следующих 5 лет, обычно варант 5-летний, кредит 3-летний, варант 5-летний. Значит, если компания увеличится в стоимости за эти 5 лет, и будет какой-то экзит или будут еще какие-то раунды, то мы имеем возможность исполнить этот варант. Вы в любой момент можете его исполнить? Мы можем его исполнить, если есть ликвидность. То есть, если есть какие-то события, которые, ну, там, бизнес продается, например. В любой primary раунд в течение 5 лет можете сказать, а мы хотим... Primary раунд нет, но в secondary да. То есть, должна быть ликвидность на выход. Ну, понятно. Да? И как это устроено? Какой объем этого варанта? Обычно мы берем, это называется warrant coverage, таким интересным английским словом, то есть покрытие варантовое. Значит, допустим, если кредит 3 миллиона, warrant coverage номинируется в процентах от размера кредита. То есть, допустим, если warrant coverage, ну, там, 15%, то это значит, что нам выдали варант по номиналу, равный $450 тысяч. Да? И вы на эти $450 тысяч участвуете во всем... Имеем право купить акции компании. Мы реально не перечисляем физически эти $450 тысяч, но мы имеем в любой момент, мы имеем право прийти, перечислить эти деньги на самом деле и получить акции. Да? Значит, если компания, например, удвоилась в стоимости, то мы заработали ровно $450 тысяч. Ну, такой опцион. Опцион, да. Если она утроилась в стоимости, мы заработали 900. Потому что, ну, понятно, теперь эти акции стоят 1 350 000, но нам нужно заплатить 450 изначальную как бы стоимость, страйк-прайс варантов, да. То есть мы зарабатываем только на апсайде. И мы придумали такую фишку прикольную. Я очень этим горжусь. Это наша инновация на рынке. Мы прикрутили к этим варантам еще опцион put. Мы через 5 лет можем по фиксированной доходности, по сути, вернуть их компании, сказать, что, ребят, ну там с вами ничего не произошло, как бы, ну мы какую-то копеечку на варантах все равно хотим заработать. И сегодня это выглядит так, что наш кредит зарабатывает 15-16%, а варант добавляет floor, да, сам put добавляет еще минимум 5% доходности. То есть минимальная доходность нашего финансирования, если дефолта не возникло в компании, дает нам результат 21%.
Если компания там феерически перформит, может быть, мы заработаем там 25 или 30%. Но в отличие от VC, которые легко могут заработать и 100%, и 500%, и 1000%, мы не можем никогда заработать там больше, чем 30% IRR. Это просто невозможно. Да? И получается, что как бы, это продукт, который лимитирует твой даунсайд очень сильно, но также лимитирует как бы твой апсайд. Хотя реально ты участвуешь, по сути, в том же рынке. Ты, наверное, больше бы ставил весь этот продукт, по сути, он идет, вот если как бы вот мы говорим про private equity, это по сути вот аналогия как бы акций, не публичных, то долг это по сути долговой инструмент, как бонды, по сути. Да, это чисто долговой инструмент. Я считаю, что глядя на него, вообще не надо думать, что это там какая-то аллокация в венчурный рынок. Это не аллокация в венчурный рынок. Это аллокация в долг. И я на это смотрю как альтернативный долг. То есть, условно, если ты держишь в облигациях, там, я не знаю, давай, предположим, $10 миллионов, я говорю, и это мое открытое предложение всем нашим клиентам, дайте мне $1 миллион, я вам докажу, что с такой же дюрацией в несколько лет, с такими же рисками, вот на мой $1 миллион я вам заработаю там в 2 раза больше доходность, чем сколько вы заработаете на рынке облигаций. Не нужно мне давать все ваши деньги. Мы должны быть каким-то кусочком вашей общей как бы аллокации. То есть, если предположить, что, например, у инвестора у него 50 на 50 акций банды, то из этих вот 50% бандов, 10-ю там, или может быть там 5-ю часть, то есть это где-то там 5 10% общей аллокации, да, можно отдать как бы нам. Совершенно верно. И за счет чего мы зарабатываем дополнительную доходность? Мы ее зарабатываем, в какой-то степени за счет illiquidity. Потому что понятно, что если у тебя облигация, ты в любой момент можешь пойти, это публичный рынок, ты можешь превратить это в кэш. Да, это тебе будет что-то стоить, там есть какие-то котировки, то есть, может, ты не заработаешь ту доходность, которую ты бы заработал, если бы, как это называется правильно в рынке облигаций, доходность до погашения, да, может, ты не заработаешь доходность до погашения, но деньги ты вернешь. У нас тоже есть, на самом деле, вторичный рынок, так как у нас уже на сегодня во флешпоинте 200 инвесторов, конкретно, кстати, из долгового фонда у нас люди заходили, выходили, дисконты где-то 5-10%, то есть, в принципе, деньги можно вернуть. Но это, конечно, не публичный рынок. И вот за это дополнительная доходность. Ты как бы, чуть больше locked up. Но хорошие новости, что все-таки дюрация не такая длинная. 3 года – это не 10 лет, как дюрация там, инвестиций в венчурные фонды. Да? 3 года, в конце концов, можно и потерпеть. Я может быть, не уловил. Я так понимаю, что вы деньги один раз, то есть вы получили от инвестора деньги, вы один раз их разместили условно в займ, потом этот денежный поток вам возвращается, вы их не реинвестируете, а вы их распределяете на инвесторов. Почти так. Значит, смотри, у нас фонды 4-летние, да, и мы, во-первых, деньги с инвесторов берем постепенно. Если ты входишь в наш основной фонд, как бы, да, то мы так называемый commitments-based фонд. То есть мы будем брать с тебя деньги по мере того, как мы делаем инвестиции. Как классический венчурный фонд. Значит, вот в течение первых 4 лет нашего инвестиционного периода у нас есть возможность прокручивать деньги. Почему? Потому что идут же ежемесячные погашения. Если ты нам даешь деньги про инвестиции, ты же не хочешь, чтобы мы тебе их сразу вернули. То есть вот первые 4 года мы, по сути, все проворачиваем. Вот все, что приходит из погашений принципала, мы реинвестируем в новые кредиты. И наша задача за 4 года успеть провернуть деньги, 1.8 раз, почти 2 раза, да, с учетом погашений. То есть, условно, на фонд в $75 миллионов, вот это размер нашего второго фонда, мы должны в итоге выдать кредитов на $130-140 миллионов в реальные бизнесы, да, как бы компаниям. При этом мы, понимая, что люди сравнивают нас с облигациями и с миром облигаций, мы решили, что мы будем выплачивать полугодовой купон, так же, как в облигационном мире. Мы встроили в свой продукт вот этот полугодовой купон. И работает это так, что половину от процентного и комиссионного дохода, который наши кредиты зарабатывают, в течение первых 4 лет мы выплачиваем инвесторам раз в полгода как купон, а вторую половину мы реинвестируем. Это дает купон примерно 6-7%, что сравнимо как раз с этими облигациями, которые мы с тобой обсудили. По окончанию 4 лет мы не имеем права больше реинвестировать. И строго все деньги, которые приходят на счет фонда,
неважно, это погашение основной части кредита или это там процентный комиссионный доход, мы обязаны выплачивать инвесторам. И по сути, к концу 5 года мы выплачиваем 50% всех денег, которые мы получили плавно в течение первых 4 лет, да, от инвесторов мы деньги получаем. Вот к концу 5 года мы вернем половину, к концу 6 года мы вернем все деньги. Вот мы сейчас находимся на отметке 5,5 лет по нашему первому фонду, и мы вернули уже 75% денег. Ну, то есть это хороший... Мы ровно там, где мы должны находиться по модели. И к концу года мы точно вернем 100%, и там, ну, в 7 году ты, по сути, получишь прибыль. Все? Ну это круто, да, работает. Потому что в классическом private debt фондах, вот там вот KKR говорил, вот есть там компания Ares, там доходность, она где-то на уровне 7-8%. 7-8, может быть, 9%. Потому что они кредитуют более крупные бизнесы, и они не могут их кредитовать под процентные ставки 15, плюс еще варантный доход 5-6. Там просто, у них есть конкуренция с банковским сектором, понимаешь? Ну да, тут то есть такой X2 прям по доходности. А мы не конкурируем ни с кем, мы даем деньги в венчурные истории, которые хорошо обеспечены этими венчурами. И вот теперь вернемся к трюку. В чем основной вообще трюк этого рынка? Почему это работает? Наша задача – мазать наш долг максимально тонко. То есть вот мы должны быть как масло на бутерброде, да? Вот, и понятно почему. И мы возвращаемся к тому, про что мы уже с тобой чуть-чуть говорили, к конфликту агента и принципала. Да, надо помнить, что все-таки венчурные управляющие, многие венчурные управляющие, в первую очередь агенты, а не принципалы. Я с большим уважением отношусь к тем, кто, в том числе принципалы, определяется это долей участия самого управляющего в собственном фонде. Вот у нас во Flashpoint есть правило, что мы как минимум 5% любого нашего фонда – это наши собственные деньги. И я считаю, что нас это 1000 раз в жизни спасло. Это одна из причин, почему мы более консервативные, наверное, чем другие, почему мы там меньше денег теряем, и когда рынки сложные, почему мы начинаем сильно лучше выглядеть, чем другие управляющие. Да? Хотя, может быть, когда рынки там улетают, мы недозарабатываем. Потому что мы инвестируем собственные деньги в первую очередь. Да? Вот там в мире средняя доля участия в собственных фондах у венчурных управляющих 1-2%. Причем она скорее двигается. Раньше она была 2, сейчас она по мере того, как фонды стали больше, управляющих стало больше, она скорее двигается от 2 к 1. Что, на мой взгляд, есть не очень хорошо, потому что это увеличивает вот этот конфликт агента и принципала. Наша задача как долгового провайдера, она заключается в чем? Вот компания взяла 10, вот она доросла куда-то, вот она берет следующие 10. 7 в собственные средства, 3 в долг. Да? То есть она всего взяла уже 17 у венчурных инвесторов в собственные средства. И только 3 нашего долга. Значит, дальше проходит 18 месяцев. Допустим, дела идут хреново. Значит, наши 3 превратились в 1,5. Потому что за 18 месяцев ровно половину вернули. Венчурные инвесторы положили 17. Мы единственный кредитор. У нас 1,5. Все в залоге у нас. И вот дальше ты сидишь и думаешь, мне сейчас списать 17, банкротить компанию, пойти рассказать всем моим инвесторам, что я потерял 17 миллионов? Или мне проще докинуть, может не 1,5, а 2,5, 1,5, чтобы с ребятами расплатиться, которые кредиторы, да? А 1 миллион, чтобы заставить компанию выйти хотя бы на безубыточность. Там большой бонус нашей отрасли, программного обеспечения в целом, заключается в том, что ты практически всегда можешь выйти на безубыточность, хотя бы на какое-то время. Да, у тебя, может, бизнес начнет плавно загибаться. Простой пример. У тебя выручка какая-то, не знаю, $5 миллионов, да? Затраты до хрена, ты глубоко убыточный бизнес. Что ты делаешь? Увольняешь всех программистов, выключаешь маркетинг. Клиенты-то у тебя есть сегодня, к тебе же кто-то выручку несет. Причем они же каким-то образом обновляют лицензии. Да, может быть, ты я не знаю, пусть даже 30% всех клиентов теряешь в год. То есть, в принципе, за 3 года твой бизнес станет равен 0. Но 3 года ты будешь зарабатывать чистую прибыль. Потому что ты оставил одного бухгалтера, я не знаю, одного программиста, который баги чинит, и все выключил. То есть, эти бизнесы можно превратить в прибыльные бизнесы в любой момент. Это просто решение. Да, ты их будешь убивать медленно. Но можно ли их сделать прибыльными? Конечно, можно. Поэтому очень часто в ситуациях, когда дела идут ни шатка, ни валка, что происходит? Венчурные инвесторы, у которых есть эта проблема агента-принципала, про которую мы с тобой поговорили, да, они докидывают какое-то количество денег,
выкупают долг, решают проблему с нами, заставляют бизнес уйти в безубыточность, и дальше они в своей отчетности могут продолжать говорить, что ну там же что-то происходит, это что-то стоит. Они просто прячут проблемы свои надолго, да? И ну вот, поэтому наш бизнес как бы работает, и, конечно, количество компаний, у которых проблемы, оно там не 10%, но количество дефолтов 8-10%, что очень часто компании продаются. Венчурные инвесторы просто решают, так, дела идут плохо, давайте просто экзитить. Вот у нас был такой кейс, не просто продали бизнес. Они потеряли половину своих инвестиций, даже по цифрам похоже. Они положили 15, вернули типа 7. Мы положили 3, мы, во-первых, вернули все свои деньги, во-вторых, заработали IRR 40%. Что у нас все было в залоге. Они были вынуждены нам раньше вернуть кредит, как бы они еще заплатили early repayment fee за то, что они раньше нам выплатили все. Что они поняли, что просто дела плохо идут, надо экзитить. Ну да, такой, по сути, такой более, даже, может быть, отчасти сбалансированный инструмент, в том плане, что и существенно более низкие риски, и при этом остается доходность на уровне как бы двузначных цифр, что, ну, по моему опыту, выше там всех ожиданий такого вот среднестатистического инвестора. Совершенно верно. Я очень люблю этот продукт. Я считаю, что по соотношению доходность-риск на долговом рынке это очень качественный, хороший продукт. Михаил, все, что ты рассказываешь, это очень интересно, и мне лично, потому что мы сами инвестируем в венчур как компания, и наши клиенты тоже инвестируют в венчур, и во Flashpoint мы тоже сами заинвестированы. Вот у нас все-таки есть такой вот лимит с точки зрения времени. Я думаю, что всем очень интересно, да, то, что мы обсуждаем, потому что вот сейчас вот идет снова вот этот вот хайп вокруг AI, вокруг венчура, и все думают над тем, как правильно как бы проинвестировать, заработать и не прогореть. Вот, может быть, как-то подытожишь вообще все, что было нами сказано, и какие-то напутственные слова дашь вот для наших телезрителей? Да, постараюсь, спасибо. Значит, давай, наверное, две мысли я выскажу. Одна мысль – это ключевой риск в мире AI. Вот, на мой взгляд, ключевой риск, который есть в мире AI, он заключается в том, что пока и я, и все, кто пользуется им ежедневно, а я им пользуюсь ежедневно и много, так сказать, по долгу службы обязан, знают, что AI галлюцинирует. Есть, да, такая история. Вот. И умные люди, которые этот AI разработали, говорят, что они пока не знают, как решить эту проблему. Они надеются, что это решится увеличением вычислительных мощностей как бы, и улучшением эффективности AI-моделей. Но реально они признают, что не факт, что это решит проблему галлюцинаций. И, возможно, потребуются новые архитектурные решения. А если потребуются новые архитектурные решения, на это могут уйти годы или там даже десятилетия. Да? Что это означает? Это означает, что есть класс проблем, для которых текущий AI очень хорошо подходит. Ну вот, например, я пример тебе приведу. Обучение языкам. Угу. Ну вот, если твой учитель ошибся, ну и фиг с ним. Ну, не факт, во-первых, что ученик даже поймет, что он ошибся. Во-вторых, и люди, если ты 1 на 1 с человеком учишься языку, тоже могут ошибаться. И ничего страшного, это не мешает им учить тебя языку. Да? 100%. Не нужна точность, вот прямо 100% точность, не важна. Да? То есть есть виды человеческой деятельности, где как бы, галлюцинации окей. Они принимаются как побочный эффект, который не несет вреда. А есть виды человеческой деятельности, где точность является вообще краеугольным камнем того, что мы делаем. Ну вот я пример тебе приведу. Отчетность. Вот отчетность компании, она или правильная, или она неправильная. Она не может быть примерно правильная. 100%. Да, она должна быть правильная. Или как бы, или налоговая декларация, она должна быть правильная, или у тебя будут проблемы потом. Да? Ну, то есть, по сути, как бы остаются какие-то сегменты экономики, в которых может вот этот вот скачок AI, он реализоваться не так быстро. Или
то, что мы увидим, и это вот, например, прикольная гипотеза, которую я слышал, что у нас будет лейер AI, а дальше будет лейер классического программного обеспечения, который будет проверять точность этого AI, будет зачищать галлюцинации, будет потом проходить и делать как бы проверку того, что AI выплюнул, и говорить: окей, вот там тут 3 ошибки, исправь AI, да, там, сегодня это мы люди делаем, мы сами говорим AI, там вот что-то не сходится, поправь, пожалуйста, как бы, да, и он там говорит: ой, извините, там, вот правильный ответ такой. Может быть, будет программное, то есть будут какие-то механизмы, методы решения как бы этой проблемы, и вот, ну, если смотреть на AI-революцию, я считаю, что вот это единственное такое вот, должна быть вкрапинка. В любой истории хорошей всегда есть вкрапинка. Вот, на мой взгляд, это единственная вкрапинка. Это единственное пятно, где, ну, я точно не вижу пока решения этой истории. И, ну, похоже, что сами люди, там, начиная от Альтмана и заканчивая в том числе учеными, которые стоят у истоков этой всей истории, как бы пока не видят решения этой проблемы. Ну, вот это, внутри самого AI. Ну, это, в принципе, же все так устроено. То есть в любой какой-то инновационной сфере есть вот эти вот тормозящие, так скажем, элементы, и в какой-то момент появляются какие-то новые технологии и новые решения. Да, безусловно. И я думаю, что любая технология проходит через этап вызревания. Да, и это, ты правильно говоришь, это нормальный этап просто созревания как бы некой технологии, есть какие-то ошибки, их надо чинить, как бы есть системные ошибки в том числе, да, которые вот эти галлюцинации, которые как-то надо чинить, с ними надо справляться, и, ну, то, каким образом в итоге мы справимся с этой проблемой, ну, безусловно, будет иметь существенное влияние, да. При этом, ну, мы с тобой говорили чуть-чуть про то, что AI, например, породил новые бизнес-модели, и вот, ну, прикольная и офигенная новая бизнес-модель, которая рождена AI, она заключается в роллапе традиционных индустрий. То есть, ну, там, раньше традиционная модель как работала? Я создал программное обеспечение, дальше я это программное обеспечение пытаюсь маркетировать, продавать, заработать на нем деньги, да? А сейчас как бы в мире AI, окей, мы берем какую-то вид человеческой деятельности, где, по сути, основа человеческой деятельности – это создание знаний, ну, например, юристы. Ну, что они, ну, там, не нужны. Я очень люблю, уважаю юристов, не воспринимай слова неправильно, да, но можно пойти купить кучу юридических фирм, по сути, там, уволить 80% юристов, заменить их на AI, оставить какое-то небольшое количество людей, которые будут контролировать качество и все остальное, да, и создать фирму юридическую, которая вот будет там нового прототипа и существенно более эффективная. Вообще построена на новых рельсах. Да? Вот такой бизнес-модели раньше не существовало. И это еще одно доказательство того, что AI – это прям новая волна, которая приведет с собой новые бизнес-модели. Поэтому первый вывод такой, что мы живем в суперинтересное время, и есть и вопросики, есть и восклицательные знаки, и это здорово. Я считаю, что прямо офигенное время, чтобы заинтересоваться миром технологий, и я думаю, что на самом деле неизбежно мы все должны это делать, потому что наши дети будут жить в другое время, в другом мире, и ну, хорошо бы нам самим разобраться в этом, чтобы потом иметь возможность в том числе детей подготовить к тем изменениям, которые в мире происходят. Это, наверное, первый вывод. А второй глобальный вывод, на котором хочется закончить, он заключается в том, что венчурный рынок – это очень сложный рынок, который требует массу очень специальных знаний, и поэтому, если хочется в этом рынке участвовать, то мой сердечный совет всем, кто не имеет, так сказать, по долгу своей службы этих специальных знаний, во всяком случае, вначале полагаться на каких-то проводников. И, ну, на мой взгляд, хорошими проводниками являются фонды, управляющие капиталом, которые специализируются на этом рынке. Нас много, и среди нас есть масса суперпрофессионалов, которые делают свою работу очень-очень хорошо. Поэтому есть из кого выбирать, и это здорово. Да, спасибо. Спасибо. Михаил. Как вы видите, сейчас время возможностей, но и время повышенных рисков. Поэтому при принятии любых инвестиционных решений на венчурном рынке обязательно нужно обращаться к компетентным экспертам.
Поэтому, если у вас есть венчурный портфель или вы только планируете инвестировать в непубличные компании, обращайтесь к проверенным экспертам, мы поможем вам сориентироваться во всем многообразии вариантов, да, которые предлагают венчурные капиталисты. И записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке к описанию к данному видео.